Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим отличные гибридные наушники от компании BGVP стоимостью $199. И приходят они в очень приятно оформленной коробке. Здесь имеется изображение самих наушников, есть логотип Hi-Res Audio и название этой новой обновленной модели NS10 Pro. Ну а сзади уже указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает коаксиальный драйвер с двумя типами излучателей, а именно 8-мм динамический драйвер и 6-мм планарный излучатель. И дополняет это дело целых 8 арматурных излучателей, 3 из которых Sanyon 2300 и Knowles RAV, а остальные это кастомные излучатели BGVP. Ну а чувствительность составляет 104 дБ, и они получили очень низкое сопротивление 8 Ом, поэтому на раскачку эти наушники довольно легкие, но учитывайте, что лучше всего прослушивать их с источниками с около нулевым сопротивлением. Это очень важно, если вы хотите получить максимально точное звучание без каких-либо перекосов в частотные характеристики этих наушников. Ну а теперь давайте рассмотрим комплектацию уже более подробно. Инструкция по использованию наушников и подключению кабеля. Отличный и довольно вместительный фирменный кейс. Наушники. Сменные звуководы для наушников, серебристые для поп-музыки и электроники, красные для сбалансированного и более басовитого звучания, а золотые как раз таки для любителей более яркой и энергичной подачи, что хорошо подходит под классическую и инструментальную музыку. Хороший медный кабель с коннекторами MMC-X и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер уже на 3,5 мм джек. Два набора фирменных силиконовых амбушюр BGVP и одна пара пенных насадок. Наушники выполнены полностью из металла, смотрятся они, как по мне, просто отлично, они средние по габаритам и в моем случае имеют серебристую расцветку. На лицевой панели тут имеется надпись BGVP NS10 Pro, а тут уже располагается надежный разъем MMC-X для подключения комплектного кабеля. Ну а рядом находится акустическое отверстие, защищенное металлической сеточкой, но уже на внутренней части находится все та же надпись Science 2007 и указана маркировка канала, а еще тут есть одно небольшое отверстие для компенсации. Ну а звуковод тут остался точно таким же, как и в обычных NS10. Он сменный, не сильно длинный, но достаточно широкий, с выделенным бортиком для более лучшей фиксации амбушюр. И поставить вы сюда можете как золотистое сопло, так серебристое и красное, которое уже, кстати, чуть больше и имеет вот такую дополнительную сеточку для защиты. И по большей части я прослушивал наушники именно с ним. И позже я вам объясню, почему же все-таки я остановился на нем и на что же они влияют. Ну и сидят эти наушники в ушах отлично, впрочем и оригинальные NS10 тоже не имели каких-то проблем, это все так же очень надежная и глубокая посадка с отличной звукоизоляцией и удобством использования. И также я хочу отметить, что вы можете попробовать различные звуководы и подобрать более лучшие под себя, так как они влияют не только на звук, но и немного на глубину посадки, а это очень важно, поэтому тщательно тестируйте и подбирайте, в том числе и амбушюры к этим наушникам, которые, отмечу, что в комплекте тут очень даже хороши, и можно без проблем использовать наушники именно с ними. И сразу скажу, что никакого драйвер-флекса и эффекта вакуума тут у меня не было, да и комплектный кабель у этих наушников очень хороший, и менять его смысла определенно никакого нет. То есть, по сути, в комплектации с наушниками вы получаете сразу все необходимое для их комфортного использования, что просто замечательно. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат гибридные наушники BGVP NS10 Pro. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и тут, думаю, сразу становится понятно, что они получили крайне точно настроенный Harman Tuning, и эти наушники имеют усиление низких частот на 8 дБ с плавным переходом к области нижней середины, а область верхней середины здесь получила усиление уже на 10 дБ, что сразу делает звучание средних частот более энергичным
энергичным и эмоционально насыщенным. То есть по своей подаче это точно не скучные наушники. Да и высокие частоты тут очень даже хороши. Они без каких-либо странных пиков и провалов, хотя на графике получается так, что дальние высокие частоты будто немного прибрали. Но на мой слух я могу сказать точно, что воздушности и прозрачности в этом диапазоне определенно в полном достатке. Поэтому точно ориентироваться и полагаться на график, ребята, как всегда не стоит. Так как не забывайте, что на слух может быть совершенно другая картина, как и в случае этих наушников, так и других. Особенно вот все, что касается высоких частот. Про это я уже говорю не первый раз в своих обзорах. Ну а теперь давайте обсудим звучание этих наушников уже более подробно. Низкие частоты у этих наушников можно описать как достаточно мощные, явно выделенные и крайне ударные, с насыщенной глубиной сабаса, которая сразу привлекает внимание на себя. Бас в этих наушниках крайне собранный, абсолютно точно абстрагированный от средних частот, с отличной скоростью за счет использования как раз таки микропланарного драйвера, что позволяет басу быть максимально быстрым и собранным на удар, то есть вообще без какого-либо намека на размазанность своей подачи. И это особенно будет заметно уже в треках с реально плотными басовыми партиями, где каждый удар в этих наушниках звучит четко и энергично, прям с очень таким выделенным панчем. Я уверен, что любители электроники, техно точно сразу оценят все преимущества этих наушников, так как так чисто и точно отыгрывать синтезаторные и максимально такие просатурированные басы и убойные удары кика, это еще, ребята, надо постараться. Притом отмечу, что без какого-либо намека на излишнюю такую аналоговую теплоту. Поэтому эти наушники совершенно точно не скрывают текстурность и прозрачность в этом диапазоне, оставляя нам максимум подробностей в басовых ударах. Причем именно бас в этих наушниках заметно выделяется не как просто какое-то легкое по восприятию гудение, а как очень текстурированный и крайне собранный полновесный выделенный удар. Он имеет и достаточную мощность, чтобы добавить плотности и насыщенности в музыке, но при этом, что важно, сохраняет свою прозрачность и четкость своей подачи. И, например, в жанрах вроде рок-музыки или хип-хопа, где бас должен звучать не слишком как-то навязчиво, но и со своим заметным характером, мид-бас передает каждый нюанс, от легкой сатурации 808 баса в хип-хопе до самых явных уже проявлений дисторшена в рок-музыке и металле, что придает басу живость и динамичность. И как по мне, эти явно прослушиваемые нюансы как раз и добавляют большей правдоподобности и насыщенности в звучании этого диапазона. И как по мне, эти наушники идеально подходят для тех, кто ценит не только достаточную мощь, но и абсолютную точность передачи низких частот, где каждый басовый удар звучит с максимальной прозрачностью и текстурной подробностью. Единственное, что я думаю, все-таки басхедам, наверное, захочется получить куда более раздутый и пышный бас. Но всем остальным уже более серьезным аудиофилам, привыкшим к такой подаче, я уверен, этого количества хватит с лихвой. А вот средние частоты можно описать как немного облегченные в области нижней середины, что придает вокальным партиям и инструментам заметную такую легкость и открытость своей подачи, делая прослушивание менее, так скажем, назойливым или грязным. То есть появляется какая-то вот определенная чистота из-за меньшего акцента на нижней середине. При этом, несмотря на вот это облегчение, средние частоты остаются очень воздушными и прозрачными, что особенно важно будет для восприятия нюансов в вокале и инструментах. И, наверное, вы хотите спросить у меня, а вот напоминает ли мне NS10 Pro какие-то другие наушники? Ну, из того, что я слушал за последнее время. И я вам отвечу, ребята, что да, определенно напоминает. Причем крайне близко вот этот диапазон подается как у Simgod EM10. При этом и в целом тюнинг-то здесь очень похожий. По сути, что тут настройка Harman, что там четкое соответствие цели Harman. Поэтому при прослушивании этих наушников сразу особенно сильное впечатление производит заметная эмоциональность подачи вокальных партий. Вокал в этих наушниках звучит прям крайне выразительно, с подчеркнутой динамикой, экспрессией и даже небольшими такими яркими оттенками, что делает его более живым и насыщенным в своей подаче. И это независимо от того, звучат ли это женские, мужские или даже какие-то хоровые партии. NS10 Pro придает им такую силу и энергию, что кажется, будто ты сейчас слушаешь реальное живое исполнение, что особенно заметно в композициях с вокальными партиями в соло, где каждая фраза воспринимается с особым чувством и, я бы даже сказал, некоторой ноткой драматургии, особенно при прослушивании Лана Дель Рей. Но что касается инструментов, то они воспроизводятся с отличной детальностью и точностью
точностью, особенно это ярко проявляется в треках с акустическими инструментами, например, гитарами, пианино или струнными. Все звучит четко, и каждый инструмент получает свое место в миксе. Гитары обладают отличной текстурой, передавая буквально все нюансы игры на ней, от каких-то легких щипков до резких атак, а пианино воспроизводится буквально с рекордной прозрачностью, без какой-либо лишней резкости, создавая на выходе крайне гармоничный и как будто необходимый подложенный фон уже для других инструментов. В то же время и струнные, и духовые звучат тут просто безумно воздушно, их звучание не теряется как-то где-то в фоне, оставаясь максимально ясным и заметным. То есть вот этой потери информации и скованности в подаче инструментов и вокала тут нету. Все точно локализовано и предельно понятно, и легко по восприятию, что самое-то главное. Ну о чем еще здесь говорить-то, ребята? Тут сразу понятно, что перед нами наушники действительно серьезного уровня. И подводя итог, средние частоты в этих наушниках представляют собой очень такое легкое, воздушное и прозрачное звучание, которое сохраняет как глубокую эмоциональность в вокале, так и абсолютную точность передачи инструментов. Причем вот сейчас мне еще на ум пришли Meyer Audio D62, так как вот что-то такое у них крайне близкое тут определенно имеется. Да, хоть и тюнинг тут немного отличается. Ну и высокие частоты в этих наушниках можно описать как крайне техничные и аналитичные, где каждая мелкая деталь звучит с просто потрясающей четкостью и разборчивостью, что позволяет полностью раскрыть все микронюансы записи. То есть на все вот эти моменты эти наушники определенно показательны. Я бы даже сказал, иногда чересчур. Эти наушники просто без всяких сомнений способны передать не только какие-то явные и простые элементы трека, но и различные мельчайшие звуковые детали, которые в него заложили, которые как раз и часто теряются на других более простых моделях. Ну что уж там говорить, ребята, даже в более дорогих моделях такое порой бывает. Аналитика и крайне точное прослушивание нюансов в этом диапазоне для меня лично всегда было важным при прослушивании любых наушников. Интересно, а вот для вас, ребята, важно ли это? Если да, то дайте знать мне это в комментарии, так как может кто-то наоборот ищет наушники с теплой, нейтральной и спокойной подачей, где наушники вот наоборот скроют все эти нюансы, либо выделят не так их явно. Но как видите, в случае с NS10 Pro, ребята, тут все наоборот. Мы имеем тут реально серьезный уровень к настройке наушников. Причем также стоит отметить, это очень длительные послезвучия. Высокие частоты здесь не просто обрываются, как, например, в моделях с ранним срезом на высоких частотах, а наоборот, тут они имеют реально красивые, буквально переливающие реверберации, которые как раз и создают должное ощущение пространства и глубины, что особенно заметно будет в классических композициях с большим количеством струнных инструментов, или в музыкальных жанрах, где важна именно вот эта воздушность в верхах. Эти послезвучия очень плавно затухают, добавляя к общей картине эффект реального звучания живых инструментов, особенно при прослушивании соответствующих музыкальных композиций. Про это также не стоит забывать, если это заложено в музыку, то эти наушники без проблем вам все это покажут. И, например, в композициях с перкуссией или металлическими ударными, тарелки, хай-хеты, высокие частоты проявляются с такой детализацией, что вы можете четко услышать даже изменения в их характере. От легкого, так скажем, щелкания до очень ярких, но отмечу, что не резких бликов наверху частотного диапазона. И подводя итог, высокие частоты в NS10 Pro создают поистине невероятно прозрачное и точное звучание, которое позволяет вам погрузиться в самые тонкие аспекты композиции. Это не только добавляет пространственности и глубины, но и делает звучание очень аналитичным и хирургически точным, то есть ровно как я люблю, так как с этими наушниками вы можете расслышать любую, абсолютно любую деталь записи, с полным ощущением присутствия как будто в студии или даже на сцене. Но что касается звуковой сцены в BGVP NS10 Pro, то здесь, ребята, мы имеем дело с одним из самых сильных аспектов этих наушников. Сцена просто невероятно открытая, что создает ощущение, будто музыка происходит прямо перед вами в реальном времени. Инструменты и звуки разделены настолько четко, что вы буквально ощущаете их физическое расположение. Локализация звуков в этих наушниках реально просто шикарная. Каждый элемент композиции имеет свое место в пространстве, и вы можете легко выделить, откуда
откуда исходят разные инструменты. Если в треке есть несколько слоев звуков, например, вокал, гитары и ударные, то вы сможете сразу точно определить, где находится каждый из этих источников, будь они даже расположены в разных частях сцены. Причем и глубина сцены тут тоже на высоте, вы чувствуете не только ширину, но и глубину звукового поля, что дает и необходимое как раз таки ощущение объема, без которого ну просто никуда, согласитесь. И, например, когда басовые партии идут как-то на фоне, вы чувствуете, как они явно прокачивают вот этот мощный низ, создавая ощущение пространства за инструментами. А вот более, например, высокие перкуссионные звуки или акустическая гитара кажутся как будто более вытянутыми и свободными в передней части сцены. И уже в таком раскладе инструменты не накладываются друг на друга, а очень свободно располагаются по своему месту в звуковом пространстве. В общем, звуковая сцена в BGVP NS10 Pro это просто невероятно открытое, многослойное и детализированное пространство, которое позволяет вам не только четко локализовать источники звука, но и ощутить всю глубину и динамику композиции. Ну просто красота, согласитесь. А вывод у меня получился таков: BGVP NS10 Pro без всяких сомнений это очень грамотно настроенные гибридные наушники с еще более лучшим звучанием по сравнению с оригиналом NS10. Они звучат действительно куда более прозрачно, детально и воздушно, так еще и с заметной прибавкой на низких частотах и куда более быстрыми, я бы даже сказал, суперскоростными переходными процессами и атакой. То есть вот это прям шустрые и гипертехничные наушники для уже истинных аудиофилов и любителей не только просто насладиться музыкой, но и хорошенько поразбирать и проанализировать ее на абсолютно все составляющие. Поэтому от себя я эти наушники смело рекомендую к покупке, а ссылка на покупку наушников находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.